Стихия атакует по всем направлениям. Сильный снегопад в Башкирии, обширное наводнение в Испании, последствия тайфуна Халонг на Аляске, а также лобовое столкновение поездов в Словакии. Это лишь малая часть событий, потрясших нашу планету за последние сутки. Обо всем этом через несколько секунд в выпуске «Горизонт событий». Приветствую, друзья! И начнем сразу со Словакии, где в районе города Рожнево произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. По последним данным, в результате инцидента пострадали около 100 человек, из них двое находятся в критическом состоянии, 7 получили серьезные травмы, 14 – травмы средней тяжести. У остальных 70 пострадавших – легкие травмы. Погибших, по предварительным данным, нет. Авария произошла в понедельник утром возле села Яблонов над Турной. Два экспресс-поезда столкнулись на участке, где двухпутная колея сужается в однопутную. По сообщениям полиции и экстренных служб, в момент столкновения в поездах находилось около 80 человек. Мощный удар привел к сходу с рельсов одного из локомотивов и одного вагона. Сотрудники пожарно-спасательной службы, полиции и медики оперативно прибыли на место происшествия. Для эвакуации пассажиров и оказания помощи пострадавшим были задействованы спасательные вертолеты и несколько машин скорой помощи. 3 человек оказались заблокированы в поездах, но их удалось эвакуировать. Участок трассы Уфа-Инзер-Белорецк в Архангельском и Белорецком районах вчера оказался полностью парализован из-за резко ухудшившихся погодных условий. С 7 часов утра движение на трассе перекрыли из-за сильного гололеда и снегопада. По данным очевидцев, пробка растянулась на десятки километров. Причиной многочисленных аварий стало также то, что многие водители не успели вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. Дорожное полотно покрылось ледяной коркой и сделало передвижение на летних шинах крайне опасным. Из-за гололеда тяжелые грузовики не могут подняться на скользких участках дороги и проваливаются на обочинах, еще больше усугубляя транспортный коллапс. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии и обеспечить безопасность дорожного движения, власти приняли решение полностью перекрыть участок трассы. В госавтоинспекции предупреждают, что погодные условия могут ухудшиться. Автолюбителям настоятельно рекомендуют не выезжать на дорогу без крайней необходимости и соблюдать меры предосторожности, особенно тем, кто еще не перешел на зимние шины. Спасательный вертолет вчера эвакуировал группу туристов с детьми в горах Сочи. Группа туристов из 8 человек оказалась отрезана от маршрута из-за подъема уровня реки Уруштен. Для эвакуации туристов МЧС пришлось задействовать вертолет. Зарегистрированная группа находилась на маршруте от горнолыжного комплекса «Газпром» через поляну Пихтовую и лагерь Холодный к метеостанции Джуга. При переходе через реку Уруштен из-за продолжительных дождей начался резкий подъем воды. Разлившаяся река отрезала людей от дальнейшего пути. В группе из 8 человек находилось также 2 детей – 10 и 13 лет. Туристы вышли на маршрут еще 7 октября и планировали завершить его 12 числа. Остатки тайфуна Халонг обрушились на побережье Западной Аляски, вызвав катастрофические наводнения, ураганный ветер и разрушения в прибрежных общинах дельты рек Юкон и Кускокве. В результате удара стихии в деревне Квигилингок погибла взрослая женщина, еще 2 жителей пропали без вести. По сообщениям местных властей, в населенных пунктах Кипнук, Напакьяк, Котлик и Конгиганак ураганный ветер, достигавший 170 км в час, и высокие волны снесли дома с фундаментов. В некоторых случаях здание вносило течение вместе с людьми. Национальная гвардия и береговая охрана США незамедлительно начали спасательную операцию. По меньшей мере 51 человек
человек был спасен, несколько человек сняли с крыш. В результате удара стихии более 1400 человек были вынуждены покинуть свои дома, а сейчас они размещены во временных убежищах. Губернатор Аляски Майк Данлеви объявил о расширении действия чрезвычайного положения, заверив, что помощь уже в пути. Штормовые предупреждения сохраняются в северной части региона. Власти опасаются нового повышения уровня воды, так как остатки тайфуна продолжают оказывать свое влияние. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, работая в условиях сложной местности и разрушенной инфраструктуры. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Переправа между поселком Верхневилюйск и селом Харов Якутии столкнулась с чрезвычайной ситуацией. Паром, совершавший рейс, оказался зажат во льдах на середине реки Вилюй. Инцидент произошел на фоне стремительного похолодания, когда ночные температуры в регионе опускаются до минус 23 градусов, а ледостав усиливается. Прокуратура республики начала проверку по факту происшествия на паромной переправе. Несмотря на приближающуюся зиму, многие суда продолжают работать, что создает повышенные риски в межсезонье. К счастью, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. На место происшествия были направлены спасатели, которые в скором времени освободят судно из ледового плена. Движение на переправе будет возобновлено, как только обстановка позволит это сделать. Гватемальский вулкан Фуэго продолжает свою взрывную активность, которая наблюдается на протяжении нескольких дней. По данным наблюдателей, 12 октября были зафиксированы продолжающиеся выбросы пепла, достигавшие высоты 4300 метров. Несмотря на то, что извержение не достигло масштабов, приведших к массовой эвакуации, оно привлекло внимание вулканологов и мониторинговых центров. Стоит отметить, что Фуэго демонстрировало сильную активность и ранее. В 2025 году, например, в июне он пережил более крупное извержение, которое продолжалось более 30 часов и привело к эвакуации более 700 человек. Извержения Фуэго, даже умеренной интенсивности, несут потенциальную опасность. Жителям и туристам рекомендуется избегать приближения к вулкану. В случае усиления активности могут быть предприняты дополнительные меры, включая эвакуацию. Вулкан Фуэго является одним из самых активных вулканов в Центральной Америке. Его расположение в так называемом огненном кольце Тихого океана объясняет частые извержения и сейсмическую активность. Провинцию Валенсия на восточном побережье Испании накрыл мощный шторм Элис. В результате проливных дождей в регионе произошло масштабное наводнение. Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень опасности для некоторых районов провинции, предупреждая о возможном выпадении до 100 мм осадков всего за 1 час. Особенно сильно от стихии пострадали прибрежные города, такие как Гандия и Кульера. В Гандии за сутки выпало до 120 мм осадков. Из-за наводнения улицы превратились в бурные потоки, движение автотранспорта оказалось парализовано. Затопление привело к закрытию ключевых дорог и железнодорожных линий. Пожарные службы были вынуждены реагировать на многочисленные вызовы. Десятки людей были спасены из заблокированных водой автомобилей и затопленных подвалов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Власти призвали жителей не покидать дома и по возможности избегать пожездок. Шторм Элис, который стал первым крупным атмосферным явлением типа Дана этой осенью, также затронул Каталонию и Балеарские острова. В Каталонии сообщается о 18 пострадавших. Самый высокий водопад Крыма проснулся после обильных дождей. Учан-Су – водопад, который способен превратиться из тонких струек в ревущий поток за считанные часы. После недавних осадков он вновь обрел силу. Сотни тонн воды срываются вниз почти со 100-метровой высоты. В разгар лета водопад часто пересыхает. Расположен водопад в 7 километрах от Ялты на южном склоне горы Айпетри, где с начала октября уже выпало 45 мм осадков при месячной норме 39 мм.
В воскресенье на Латвию и Беларусь обрушился мощный шквал с порывами ветра до 24 метров в секунду. Прохождение холодного фронта привело к значительным разрушениям в обеих странах. В Саласпилсе, где проходил детский футбольный турнир, из-за внезапного шквала организаторам пришлось прервать соревнования. К счастью, обошлось без пострадавших среди юных спортсменов и зрителей. В Беларуси основной удар стихии пришелся на Могилевскую область, где было серьезно повреждено здание телятника местного хозяйства. Конструкция здания была частично разрушена, оказавшись под угрозой падения. В момент происшествия внутри находилось 75 телят. Благодаря слаженной работе спасателей МЧС, работников фермы и соседних хозяйств, всех животных удалось оперативно эвакуировать, ни одно животное не пострадало. В Витебской области, в агрогородке Святосельский и в Шумилино были повреждены крыши зданий. Также повреждения крыш зафиксированы в Минской области. По всей Беларуси поступали сообщения о многочисленных поваленных деревьях, что привело к затруднениям на дорогах и обрывам линий электропередач. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали неожиданный всплеск солнечной активности. За прошедшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек, 3 из которых оказались сильными, уровня М. Этот всплеск активности произошел вопреки прогнозам, которые предполагали затишье. По мнению ученых, влияние на геомагнитную обстановку на Земле возможно уже со среды или четверга, 15-16 октября. Предполагается, что солнечные выбросы, связанные с вспышками, могут достичь Земли и вызвать магнитные бури, что может сказаться на работе электроники, спутников и метеозависимых людей. В ночь с 11 на 12 октября в Ла-Валетта-Брианце, недалеко от Милана, произошел сильный пожар в историческом монастыре 17 века Бернага. Огонь нанес колоссальный ущерб зданию. Однако все монахини, проживавшие в обители, были эвакуированы. 2 из них были госпитализированы с легким отравлением угарным газом. Огонь полностью уничтожил крышу и нанес серьезный ущерб основной конструкции монастыря. По словам мэра Ла-Валетта-Брианца Марко Панцери, ущерб огромен и не поддается подсчету. Представители архиепархии Милана сообщили, что сгорели документы, предметы религиозного культа и личные вещи монахинь. Погибли многие бесценные произведения искусства и артефакты. Однако монахиням удалось спасти некоторые картины и реликвию святого Карла Акутиса. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из келий. Над Азовским морем из-за редкого оптического явления заметили летающие корабли. Ролик был снят в станице Голубицкой в Краснодарском крае. На кадрах видно несколько кораблей, при этом создается впечатление, будто суда парят над водой. Корабли превратились в летучих голландцев из-за редкого оптического явления, которое называется фата-моргана. Эффект возникает из-за разницы температур. В нижних слоях атмосферы формируются несколько чередующихся слоев воздуха с разной плотностью. В результате отражения, а также преломления лучей реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искаженных изображений. Из-за этого кажется, что суда парят в воздухе, а не находятся на воде. Обстановка в порту Шанхая, где логистикой занимаются беспилотные технологии, является образцом для мировой индустрии и постоянно совершенствуется. В частности, на терминале Яншан и новом терминале в районе Ладзин используются беспилотные контейнеровозы, которые являются частью полностью автоматизированной системы. Автоматизация значительно увеличивает эффективность работы. Например, на 4-й фазе порта Яншан для обработки 26 066 20-футовых контейнеров в сутки требуется всего 400 сотрудников, тогда как на традиционном терминале для такой же работы понадобилось бы 1000 человек. Управление всеми операциями осуществляется с помощью интеллектуального программного обеспечения. На терминале Яншан это система на базе технологий Huawei, а на терминале Ладзин – NeoTOS, которая является первой в Китае отечественной интеллектуальной операционной системой.
воскресенье на северо-западе Сирии прошли сильные проливные дожди, которые вызвали серьезные наводнения в сельские местности провинции Идлиб. Особенно пострадал город Салькир, где уровень воды на главных улицах значительно поднялся, что практически полностью парализовало движение транспорта. Обрушившиеся на город ливни также принесли на дороге огромное количество грязи и камней, что создало серьезные препятствия для транспорта и затруднило доступ в некоторые районы. Для ликвидации последствий стихии подразделения сирийской гражданской обороны направили на расчистку дорог и улиц от грязевых и каменных завалов, а также для отвода дождевой воды. В воскресенье на вулкане Канлаон на острове Негрос произошел выброс пепла. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал эмиссию пепла из вершинного кратера, которая продолжалась около 30 минут. В результате в небо поднялся столб пепла на высоту до 300 метров, который затем протянулся на юго-восток. Над вулканом по-прежнему действует второй уровень опасности. Это означает, что на вулкане наблюдается умеренная магматическая или гидротермальная активность. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуется избегать входа в 4-километровую зону. Сильные дожди на юго-западе Гватемалы привели к выходу рек из берегов, что вызвало масштабное наводнение в департаменте Реталульо. В результате стихийного бедствия затоплены дома и улицы. Наиболее сильно от наводнения пострадали районы Сан-Себастьян и зона 4 города Реталульо. Жители этих районов лишились своего имущества. Поднявшийся уровень воды также буквально парализовал движение. Власти считают, что причиной наводнений стали не только обильные дожди, но и засоренные русла рек и водостоки, переполненные мусором. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям организовало доставку гуманитарной помощи пострадавшим семьям. Во время наводнения произошла трагедия. 75-летний местный житель попытался пересечь разлившуюся реку Икспац. Сильное течение подхватило мужчину, и он исчез под водой. Родственники и спасатели ведут поиски его тела. В Бразилии военная полиция спасла раненого ягуара, который пытался выжить в реке, истекая кровью. Животное было ранено и, по словам ветеринаров, отчаянно боролось за жизнь. В ходе осмотра выяснилось, что в ягуара стреляли из охотничьего ружья дробовыми зарядами. Кроме многочисленных ранений, у животного были сломаны зубы. Предполагается, что ягуара атаковали пастухи, браконьеры или жестокие люди, а затем сбросили в реку, чтобы скрыть следы. Врачи провели реанимационные мероприятия и стабилизировали его состояние. Несмотря на ранение головы, неврологических повреждений у животного не наблюдается. После лечения ягуара перевели в вольер для реабилитации, он идет на поправку. После полного восстановления примут решение о том, можно ли будет вернуть ягуара в дикую природу. Власти начали расследование. Ягуар является охраняемым видом и национальным животным страны. Из-за разрушения его среды обитания он находится под угрозой исчезновения. Мощный северо-восточный шторм принес сильный ветер, проливные дожди и прибрежные наводнения на восточной побережье США, в том числе в Бакстон, расположенный на полосе узких песчаных барьерных островов внешней отмели. За последние недели этот регион уже испытал на себе серию разрушительных штормов, которые привели к обрушению нескольких домов. В Бакстоне, где ранее в октябре в океан обрушилось уже 9 домов, шторм повредил еще несколько строений. В результате сильного затопления и нагонной волны было перекрыто шоссе 12, которое соединяет населенные пункты внешних отмелей. Ситуация в регионе развивается в рамках более крупного шторма, охватившего все восточное побережье. Власти Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. В Нью-Йорке в результате сильного дождя отмечаются наводнения. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.